Здравствуйте, уважаемые подписчики и моего канала, и пациенты, все, кто смотрит видео. Сегодня Элина будет на видео, мы снимать будем Элину, она согласилась любезно поучаствовать в съемках. У нее проблемы с поясничным отделом, иногда боли. Вот, сейчас посмотрим, что с ней и как. Так, диагностика. Смотрите, здесь плечевой пояс, вот в районе 2-го грудного позвонка, 7-й шейный, ну до 3-го. Здесь проблема присутствует, и она обозначена сосудистыми изменениями. И по правой стороне здесь поясница уходит вправо. Вот поджата, все мышцы подтягивают ее в правую сторону. Возможно. Сейчас. Вот так будет гораздо лучше видно. Так устанавливаем. Здесь точечки. И таз. Можно посмотреть вот по складкам. Они больше в правую сторону, как бы одна выше, одна ниже. Можно посмотреть еще по ягодичному разрезу, но это будет видно лучше лежа, в лежачем положении. И по правой стороне правое плечо тоже выше, чем левое. Вот мы ставим уровень, можно это увидеть, что оно реально выше. Начинаем манипуляции с поясничным отделом позвоночника. Здесь функциональные блоки снимаем. Ну, это является как бы определенным вытягиванием декомпрессии. А основная ошибка, основная, это когда вот люди тянут и больно делают, пытаются дотянуть. Не надо дотягивать, просто резко сделали, отпустили, тогда не болезненная процедура. Растяжка поясницы, крест-накрест, тоже главное не дергать, а фиксировать хорошо и четко все делать. Расслабились, выдохнули, все. Хорошо. И дальше также с левой стороны. Здесь сейчас грудной отдел. Грудной отдел тоже фиксация должна быть. И после фиксации зафиксировали, поймали человека на расслабленном состоянии и выполнили манипуляцию. Резкость. Главное, чтобы не дергали. Потому что основная ошибка, когда люди дергают, вот так бьют, как по позвоночнику. Нет, все плавненько вот так раскрылось. Грудной отдел вот также фиксируем. Руки зафиксировали. Резкости никакой здесь, в меру она должна быть. Зафиксировали, продавили. И еще чуть-чуть. Вот сейчас верхний грудной пойдет. Да. Иногда люди смеются, это такой истерический смех. Хорошо. Великолепно. Очень веселая процедура, надо сказать. Очень веселая процедура. Плечевой пояс, плечо. Вот так вот вправляется плечо, ключица, сочленение. Аналогично с другой стороной, не на позвоночник, между лопаткой и позвоночником рука, ребро ладони. И вот так вот вытягивается. Хорошо. Вот. Вправляем шейный отдел. Вот
так укладываем голову, чтобы был люфт как бы для головы. И потом укладываем. Вот так. Хорошо. Очень смешно бывает. У нас прям сегодня очень веселая программа. Растяжка. О, хорошо. Чудесно. Просто жесть. Рука на крестце. Оттягиваем ногу и кладем крестец. Тазобедренный сустав. Манипуляции с тазобедренным суставом вот так происходит. Расслабились. Хорошо. Здесь все в норме, все хорошо. Чуть-чуть можно оттянуть. Нет, лежим спокойно. Вот так. Да. Вот он сразу пошел. Чуть-чуть только повернули его как надо. И сразу в анатомически правильное положение входят суставы. Когда вы правильно делаете упоры при манипуляции, укладываете человека, растяжка сразу устраняется функциональные блоки. Ручка это под голову. Таз еще чуть-чуть ближе. Вот так. Основная ошибка в данной манипуляции людей, что нога, колено должно свисать, а оно бывает не свисает у многих мануальщиков, и это дает больше угол того, что мы вправляем поясницу. И при вправлении поясницы очень главное, чтобы фиксация была и угол выдержан правильно. Вот так. Здесь главное угол, то есть мы можем сделать больше его, меньше, регулируя. И рука фиксирует таз и пальцы, позвонки поясничные. Потом тянем плечо назад и таз вперед. Вот так. Расслабились? Хорошо. Ага. Так, вот как раз плечевой пояс, который мы здесь присутствует проблема. Мы сейчас будем снимать здесь функциональный блок. Ручки за голову поставьте. Так. И упали на меня. Хорошо. Хорошо. Так. Здесь седьмой шейный выпирает. Я в прошлых видео показывал уже, как его управлять ударной техникой. Ну, мы сейчас посмотрим, наверное, и сегодня это сделаем. Сейчас попробуем еще другими методами вытягивать верхний грудной отдел. Ручки за голову, замочек. Локти вместе, группируемся, расслабляемся. Главное, чтобы пациент был расслаблен. Хорошо. Прекрасно. Сейчас проверяем шею. Ограничение подвижности головы. Расслабились. Вот есть небольшой блочок справа. Угу. Хорошо, спокойно. И сюда положить. Нет, все, отпусти мышцы шеи, отпусти. Хорошо, расслабилась. Угу. Вот. Настоящие эмоции. Ну вот, все гораздо лучше. Вправо-влево поверни, не бойся, просто сама поверни. Так, сюда. Сюда есть еще? Больно? Да. Где больно? Вот здесь. Угу.
Хорошо, сейчас поработаем. Отпустите ручки. Сейчас. Декомпрессия очень хороший прием, который снимает многие проблемы не только шейного отдела. Челюсть закрыли и расслабились. Хорошенько расслабься. Вот, молодец. Чудесно. Угу. Попробуй сейчас поверни вправо-влево. Просто вообще никакой, не болит почти. Вот здесь точно не болит. Угу. Хорошо. Значит, декомпрессия позвоночника с нагрузкой, с утяжелением. Расслабились. Хорошенько. Челюсть закрыта. Угу. Вот так. Все равно вот здесь холка, она остается, и вот данный седьмой шейный позвонок вправляется только ударной техникой. Если ничего другого не помогает, это только так. Голову прижмите, подбородочек к грудной клетке. Делаем глубокий вдох и задерживаем дыхание. Все хорошо. Как ощущение? Сейчас присесть вам надо. Посидите, в голову пошло. Да. Вот, это освобождается артерии, и в голову переход крови в головной мозг. Ну вот, можно посмотреть, плечо еще выше чуть-чуть правое, но уже меньше. Также по пояснице лучше стало. Даже эти складки более ровнее становятся. Но с первого сеанса идеально не становится. Для этого нужно какой-то курс проходить 3, 5, 7 раз, в зависимости от, собственно говоря, в каком состоянии человек приходит. Хорошо, Элина. У вас спина болела, периодические боли бывали? Да, бывали. С чем вы связываете боли в позвоночнике и дискомфорт? Занимаюсь с 5 лет на фортепиано, и это, конечно, непосредственно идет нагрузка на спину. Очень много блоков, очень много зажатостей было в поясничном отделе, и здесь вы мне очень много исправили. Вот за один раз даже. Как вы себя чувствуете после процедуры? Очень расслабленно, просто прекрасное ощущение в теле, правда, вот хочется, я не знаю, еще раз спуститься в пляс, танцевать, петь и вот двигаться, мне это по кайфу. Хорошо, здорово. Спасибо большое вам. Давайте, удачи, до новых встреч. Да.